Здравствуйте, братья и сестры, меня зовут Серафима. Сегодня хочу немножко с вами поговорить о историях из жития святых преподобных отцов наших и показать некоторые книги, моменты из этих книг, которые мне лично очень помогли. Я считаю, что каждый православный христианин должен всегда читать. Это его обязанность читать книги, читать много книг, потому что это очень душеполезное занятие. И не только помогает уму, мозгу развиваться, а мозг обожает сложную информацию, сложные книги, но также позволяет развиваться духовному вашему росту. Поэтому всегда самый крутой человек — это который книги читает, который именно ходит с книжкой в руках. И вот если бы мы с вами постоянно носили с собой Библию, как носим наш телефон, то она бы у нас из рук не пропадала, у нас постоянно бы Библия была с собой. Такие вот хорошие привычки. И вот у меня есть такая книга, она называется «Душеполезные поучения преподобного отца нашего Авы Дорофея». К сожалению, текст тут немножко стерся, но, в принципе, видно. Это святой преподобный Дорофей, прекрасный учитель церкви, великий. Вот, посмотрите, это образ святой Евхаристии. И вот что я хочу с этой книги вам рассказать. Я не буду зачитывать оригинал, я перескажу, потому что, наверное, так будет интереснее. Святой преподобный отец наш Ава Дорофей подвязался в монастыре Ава Сирида. Он также является духовным сыном святых преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка. Тут в конце книги даже дается ответы на вопросы Ава Дорофея от Великого Варсонофия и Иоанна Пророка. Тоже великие преподобные отцы монашества. И вот вы, наверное, знаете, что у Ава Дорофея был такой ученик Досифей. Молодой юноша пришел в монастырь, когда услышал от Богородицы слова, что если хочешь спастись, молись и постись. И он пришел в монастырь, он был молодой военный, ничего не знал. И вот ему дали в духовники Аву Дорофея. Он обучал Досифея, как есть воздержанно, как молиться, трудиться. И вот прожил в монашестве Досифей совсем немного, пару лет, и отошел ко Господу в молодом возрасте. И вот братья роптали на него, говорили: «Ух уж этот Досифей, не знает воздержания, доедает рыбьи головы за нас, не так хорошо молится, как мы, какой-то нерадивый». Но когда он умер, этот Досифей, отошел ко Господу, то все его увидели в откровении, в свете, в славе, в раю. И почему он достиг такой славы? Он же был не прям преподобный, он постоянно что-то нарушал, не был такой уж и великий постник и молитвенник, как мы. А почему? Господь открыл почему. Потому что он никого никогда не осуждал. И было написано на свитке, который держал: «Не суди, да не судим будешь». За что ему это все? Казалось бы, не молится столько, не постится, зато никого не осуждает. Не осуждать — это искусство из искусств, это превыше всего. Можно быть великим молитвенником, постником, а так и не научиться не осуждать. А можно быть нерадивым в этих делах, при этом не осуждать. Лучше и то делать, и это не оставлять на самом деле. Но если вы приобрели это качество, то это очень классно. И вот Ава Дорофей много пишет в своих творениях о монахах, которые, к сожалению, и осуждали, и были немощными, и всячески грешили. А Водорофей, его творение «Душеполезное поучение» очень полезное. Всем вам советую эту книгу прочитать. Она простая, она несложная. И там практичный совет именно внутренней борьбы. Не какие-то аскезы, что нужно бить 100 поклонов, держать пост. Нет, там самое актуальное для нас. Как глазами туда-сюда не смотреть, головой не вертеть, как рот вовремя уметь закрывать, как не осуждать братьев. То есть все, что мы с вами делаем постоянно. Например, вы идете по улице, и вы постоянно туда-сюда смотрите. Пипикнула машина, вы повернулись. Вы стоите в церкви, кто-то зашел, начал обувью стучать, вы повернулись. Вы идете по улице туда-сюда, любопытно, кто во что одет. Сидите в общественном транспорте, кто-то зашел, надо его смотреть сверху вниз. Это, пишет преподобный, называется грех зрением. То есть я уже грешу, и я это должен исповедовать.
Я грешу зрением. Глаза мои туда-сюда бегают. Вместо того, как пишет преподобный, чтобы смотреть постоянно в землю. Христианин должен всегда смотреть в землю, чтобы не отвлекаться своим взглядом никуда. Потому что все эти отвлечения вызывают суету ума. Теряется молитва, кротость, воздержание. Это не воздержание глазами. Даже когда мы с вами что-то в интернете листаем и нашли что-то нецеломудренное, мы уже виноваты. Почему? Я же не знала, что мне это в интернете попадется. Да потому что зачем ты вообще листаешь? Вместо того, чтобы читать Библию, заниматься чем-то полезным, ты сидишь, листаешь, празднуешь. И ты опять виноват. Я тоже думала раньше, что это не грехи, а потом я даже до Авы Дорофея уже в своем сердце почувствовала, что даже эти мелкие взгляды отнимают у меня благодать. Настолько сильно, что я сижу, будто я вообще не причащаюсь, будто вообще не молюсь, и мне плохо. Почему? Потому что кто в малом не верен, не верен и в большем. Даже вот эти, казалось бы, незначительные вещи отнимают благодать. А многие люди грешат ими и не замечают ничего. И вот есть такой грех, как пишет Ава Дорофей, грех лжи. И это не обязательно лгать словом. Можно лгать всем своим существом. Например, идет брат и слышит, два брата что-то обсуждают, и он думает в себе: ой, они точно обсуждают меня, они точно что-то плохое про меня говорят. И человек постоянно думает, что все думают о нем, что все только обсуждают, во что он одет, как он выглядит, как он поступает. И думает, ну они точно про меня говорят. И это называется грех лжи. Потому что так, как ты думаешь, это неправда. О тебе никто не думает. Ты не настолько привлекательный субъект, чтобы о тебе все размышляли. Это уже грех лжи, даже грех тщеславия, что я такой крутой, что обо мне все думают, как я там одет. Но на самом деле всем все равно, как вы одеты, братья и сестры. Я это вам тоже скажу. Всем все равно, как вы выглядите. У других людей больше своих проблем. И мне до вас. Это уже грех лжи. Его надо исповедовать. И вот был такой брат, который постоянно вот так думал, что братья думают о нем, что они что-то замышляют, что они грешат, что это настолько уже переросло, что он уже реально начал глазами видеть вещи, которых нет на самом деле. То есть дьявол уже настолько начал его обманывать. И вот он однажды шел по саду монастырскому и видит, один брат ворует плоды с дерева и начинает есть. А делает он это рано утром, перед литургией. А перед литургией запрещено было братьям что-либо вкушать, чтобы натощак причаститься. А он, значит, согрешает здесь чревоугодием, ест вот эти плоды втихаря, и никто не знает. А брат увидел, и он тоже побежал к игумену и рассказал ему, что «Отче, вот этот брат наелся плодов, а теперь к чаше подходит». А этот брат как раз подходил к чаше. И игумен подзывает этого брата и говорит: «Братья, как же ты причащаешься, если ты наелся плодов и никому об этом не сказал?» А он отвечает: «Отче, меня вообще там не было, я был в мастерской». Вы можете спросить у другого брата, который был со мной в этот момент. Пришли, спросили, так и оказалось. Брат засвидетельствовал, что он был в мастерской, и вообще никого у этого дерева не стояло. И тогда вот этого брата, который это донес, сильно наказали. А почему так произошло? Потому что он постоянно думал, что братья грешат, что они что-то плохое делают, и хотел о них донести. То есть грешил ложью. И это настолько его всего пропитало, что у него уже в голове создавались реальные образы перед глазами, что братья что-то делают. Хотя это была просто иллюзия, просто мираж. Вот настолько грех может погубить человека. И также он пишет о грехе гнева, что вот когда человек злой, не обязательно что-то сказать обидное или накричать. Он всем своим видом показывает свою неприязнь к человеку. Он показывает, что ты мне неприятен своим лицом, толканием. Есть грех толкания, вы знали? Когда ты кого-то грубо толкаешь, вот так показываешь свою неприязнь, корчишь лицо, кого-то копируешь, кого-то передразниваешь своим лицом, это тоже грех. Когда ты говоришь колкие слова, кого-то вот специально укалываешь своими словами, подкалываешь, всем своим нутром показываешь неприязнь. Кстати, показывать свое плохое настроение — это тоже грех. Нельзя никому показывать свое плохое настроение. Свои какие-то нехорошие выходки, инфантилизм, потому что это очень по-детски, как будто вы обиженный ребенок, и вы вот так себя ведете. Это очень не красть христианина.
И это даже, знаете, не обязательно устами говорить. Это можно даже в интернете кому-то, вот ты с кем-то переписываешься, и вот даже через буквы видно твое плохое настроение. Это грех так показывать. Мы с вами ответим даже за все, что мы в интернете, в чате пишем. Постоянно проверяйте, что вы пишете кому-то, пишете друзьям вашим. Вы за каждую букву, напечатанную вашими пальчиками, ответите, потому что это тоже слова, и они ранят не меньше, чем слова реальные, из уст исходимые. Поэтому и ваше общение в сети должно быть очень целомудренным, без шуток. Потому что когда мы начинаем шутить, мы даже не замечаем, как наши шутки постепенно превращаются в кощуны, в богохульство, в оскорбление. И, казалось бы, маленький огонек такой вот, а возжигает огромное пламя греха. И мы уже с вами становимся как мирские люди, которые обсуждают нехорошие темы. И нас с вами понесло, и мы также начинаем писать уже ерунду, уже не замечаем этого, но при этом сердце уже чувствует не мир в душе. Мы возбуждены, мы все на эмоциях, мы эту клавиатуру вот так вот пишем, пишем, мы с кем-то спорим, а спорить тоже грех, называется сварливость, спорить с кем-то. Любовь поспорить постоянно, подискутировать. То есть это все неправильно. Казалось бы, маленькие вещи, портят всю жизнь, все наше естество портят, весь наш образ портят, все портят. Поэтому, братья, вот вы тоже соблюдайте эти малые вещи, потому что это очень важно, многие их не замечают. Я тоже часто не замечаю, а потом уже бывает поздно, и ты сожалеешь об этом. А это тоже очень-очень важно. Поэтому, братья, приобретите себе вот эту книгу. Тут очень-очень много практичных советов, как спасаться и что делать. Очень рекомендую. Начинать не с высоких книг, не с добротолюбий, а вот с основы. Без фундамента нельзя построить дом. И вот, братья, есть еще такая книга архимандрита Андрея Кананоса. Называется «Когда Христос станет для тебя всем». Очень громкий заголовок. «Когда Христос станет для меня всем». Откройте книгу Исход, 20 главу, 1 стих. Там будет написано: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем помышлением твоим». Можно ли сказать, что мы любим Бога всей душой, всем помышлением, всем сердцем? И что везде в нашей жизни первое место занимает только Бог. Больше ничего нас от Него никогда не разлучает. Ни телефон, ни беседы, ни праздники какие-то, ни празднества, что я всегда в Боге. Постоянно, 24/7 я молюсь, я о Нем думаю, и вообще меня ничто от Него не разлучает. Думаю, нет, к сожалению. А если мы жили Христом, мы бы смогли с твердостью ответить, что это именно так. И об этом как раз-таки пишет архимандрит Андрей в своей книге, что это происходит от того, что мы не любим Христа. Понимаете? И вот что пишет архимандрит Андрей об Иисусе Христе. Это Христос. Христос вошел в тебя, Иисус. Я не устаю произносить это имя. А ты? Однажды мой знакомый спросил меня, почему при мысли, что вечером съем пиццу и выпью кока-колу, я радуюсь, но не чувствую того же, когда думаю о Христе. Иисусе мой, Христос мой, почему я не радуюсь от мысли, что буду молиться? Почему еда и даже мысль о ней, спортивная команда или какое-то мирское событие доставляет мне радость? Утром я с нетерпением жду вечера, когда смогу пойти в кафе и вкусно поесть, но не радуюсь при мысли, что у меня есть мой Бог, что у меня есть Спаситель, что меня ожидает рай, Царствие Божие, святая литургия, на которую пойду скоро. Почему все это не наполняет меня радостью? Действительно, кто радуется, что наконец-то служба? Возможно, многие думают: о нет, опять эта служба. Но раньше люди бежали на службу, и есть такая монахиня Макрина. Она, будучи десятилетним ребенком, всегда ходила на службу зимой, в дождь, и не боялась. А церковь была далеко, 10 километров от нее. И она ходила туда-обратно пешком со своими подругами, несмотря на погоду. А сейчас люди всего боятся. Чуть-чуть пошел дождь, никто не хочет идти. Чуть-чуть пошел снег, кто не хочет пойти.
И казалось бы, ну, они не пошли в церковь, но они, наверное, дома Библию хотя бы почитают или что-то еще вместо этого сделают. Нет, они будут заниматься мирским. Вот. Потому что люди не очень ревностны на самом деле к таким вещам. И вот архимандрит пишет: «Потому что Христос не вошел в нашу жизнь, поэтому мы с вами не бежим радостными». Старец Иосиф Исихаст со Святой горы Афон рассказывал, когда он, читая книгу, доходил до слов Иисус, мой Христос», то не мог продолжать чтение. А мы читаем без проблем. Читаем слово «Иисус», словно встретили его в медицинском рецепте. Услышь эти слова: «Мой Иисус, мой Христос, мой Создатель, мой Творец, моя любовь, мой свет, мой пастырь». Все это есть Христос. Чувствуешь ли это? Почувствуй, чтобы наполнить жизнь Христом, насытиться им, найти через Него полноту души, не просить любви у людей, утомляя их и утомляясь ими. Ведь все мы устаем от других. То есть люди не могут дать нам полной полноты, которую может дать Бог. Человек сам по себе пустой сосуд, его может наполнить только Бог. И любая душа человека как мир, как целая вселенная огромная. И Богу намного важнее одна душа одного человека, нежели вся вселенная, нежели весь мир. Настолько Он хочет спасти его. И эту бездну может заполнить только Бог своей благодатью. Не человек, никакой человек. Люди часто надеются на людей и жалуются им постоянно, думают, что они их спасут, что они решат все их проблемы, но не решат. И человек тоже немощный, и он тоже устает. И я тебе надоем. Но Господь, Он вечен, Он постоянен, Он никогда не надоест. Потому что, как пишет пророк Исаия: «Что вы надеетесь на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?» И как в Псалтире написано: «Человек, как трава полевая, сегодня есть, а завтра в печь бросают. Сегодня есть, завтра он предал тебя. Сегодня есть, завтра умер». А Бог вечен, Иисус вечен, Он никогда не умрет, никогда не предаст. Понимаете, если твой, допустим, муж долго не будет мыться, то ты не сможешь даже с ним близко стоять, не то что общаться, что-то делать. А Господь вечен, Господь нетленен. И что это значит? Что сначала нужно с Богом выстроить отношения правильные, потом уже с людьми. Иисус есть источник любви. Ты всегда будешь просить любви у того, у другого, у той. Что тебе даст человек, если у него нет того, о чем просишь? Ждешь любви от своего мужа, но найдешь ли ты ее у него? Даст ли он ее тебе? Есть ли она у него? Ведь некоторые даже от своих родителей не получили любви. И только прикоснувшись к Господу, обретешь покой и найдешь источник любви. И тогда скажешь себе: «Если меня любят, я рада этому и благодарна за это. А если не любят, то меня это не слишком беспокоит, потому что я люблю. У меня есть источник радости, силы и любви. Я прикоснулась к тому, кто есть начало всего, и счастлива, потому что это Христос, Бог, который всегда человек, который всегда с Богом, он не чувствует нехватку любви, не чувствует одиночества и уныния, потому что Он сам любовь, Он источник любви. Любовь — это не одно из свойств Бога, это сам Он и есть. Бог — любовь, наполняющая собой человека. Так что уже и одиночество человеку в сладость, потому что он не один, он с Богом, с Иисусом Христом. Потому что только с Ним можно добиться всей полноты. Есть такой святой архимандрит Сафроний Сахаров. Он однажды настолько молился сильно Иисусовой молитвой, что он вообще заблудился, он забыл, где он находится. Он голову потерял от молитвы, безумен стал от любви к Нему, от любви к Богу, что он потерялся. Нет, он не был глупым человеком, что он потерялся, не был ребенком. Это был взрослый с образованием человек. Он настолько помолился, настолько был увлечен молитвой, что он ничего вокруг не замечал. Помнишь ли ты, что ты мне однажды рассказал? Как-то раз под вечер я сидел и ждал телефонного звонка, хоть от кого-нибудь, но никто не звонил. Никто. Никто мной не интересовался. Живой ли я, мертвый? Неужели никто меня не любит?
Но вдруг зазвонил телефон. Я бросился к нему обрадованный и подумал, вот и вспомнили про меня. А знаешь, что это было? Звонили в аптеку, ошиблись номером. Позвонили мне по ошибке. Кто-то подумал обо мне по ошибке. А что я тебе ответил тогда? Есть кто-то, кто любит тебя не по ошибке, кто по-настоящему тебя любит всегда, днем и ночью, 24 часа в сутки, смотрит на тебя и ждет, чтобы ты обратил на него внимание. Но ты этого не понял и потому страдаешь. Просишь любви тут и там, а ведь есть настоящая любовь, и она вокруг нас. Это любовь Христа. Она такая смиренная, такая терпеливая. Она надеется, что наступит время, когда ты найдешь для него немного времени, когда уделишь ему хотя бы малую талику своего внимания, чтобы он сказал тебе, что любит тебя. Когда ты на минуту выключишь телевизор и откроешь глаза души, чтобы увидеть его. Когда начнешь читать Писание, чтобы осветиться. Когда возьмешь четки и начнешь молиться, чтобы получить Божию благодать. Господь ждет этого и говорит тебе: ты ждешь телефонного звонка, но я возлюбил тебя раньше изобретения телефона, возлюбил тебя раньше создания мира. Я нашел способ сказать это твоему сердцу, но твое сердце никогда не работает должным образом. Никогда твое сердце не думает обо мне. Ты постоянно занят одним, другим, третьим, и у тебя нет времени услышать меня, когда я с тобой говорю. Не останавливаешься даже на минуту, чтобы услышать, как я говорю тебе. Чадо мое, однажды, 2000 лет тому назад, в полдень на Голгофе, я пролил за тебя кровь свою. Кто другой умер бы ради тебя? Кто бы позволил себя распять на кресте за тебя? Кто бы пострадал за тебя? Кто бы из любви к тебе божественной крови обогрел землю? Понимаешь ли это? И не говори мне, что это теория мифы, потому что если бы это было так, то эта любовь не укрепляла бы так много людей, не делала бы вот того монаха со святой Гарафон, затворившийся в келье, таким счастливым. Если то, о чем мы говорим, было бы мифом, то это не укрепляло бы жизнь вот того человека в искушениях, в несгодах, во время постов, нищете, жажде и лишениях. Вот что нам хочет сказать Господь, что ты ждешь звонка, сообщения, ласкового слова, а я тебя возлюбил прежде вообще твоего рождения. Я всегда с тобой.